Если вы уже начали использовать гормональные крема для ребенка, то, пожалуйста, перестаньте. Если же вам посчастливилось еще их не использовать, то, пожалуйста, послушайте очень внимательно, так как они могут очень сильно навредить, даже если именитые доктора говорят обратное. И если вы присмотритесь на вот это видео доктора Комаровского, то внизу видно, что это реклама, то есть он получает с этого деньги. И поверьте, это лучше не сделает. Я уже помог очень многим деткам и их родителям вернуться к нормальной жизни. Я понимаю, что когда ребенок плачет, капризничает, у него все чешется или он стесняется, нам очень хочется что-то сделать быстро, чтобы ему помочь. Но гормональные крема могут очень сильно навредить в будущем. Есть один доктор в прошлом, Мендельсон, и он в своей книге «Еретик от медицины» пишет, что при использовании гормональных кремов кортикостероидов есть очень много негативных последствий, вплоть до бесплодия в будущем. И я очень хочу уберечь вас от таких ошибок. Поймите, что есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. И самое первое, что обычно ухудшается у ребенка, это микрофлора. Возможно, у ребенка проблемы с пищеварением. Сделайте для этого ребенку УЗИ органов брюшной полости. Если, например, у вас, как у родителей, есть такие отклонения, скорее всего, они также передались вашему ребенку. Маленьким детям микрофлора передается от мамы. И очень часто можно наблюдать прямо с рождения, когда у ребенка появляются красные пятнышки. Либо это может быть после смены питания, либо когда мама отказывается от кормления грудью. И на этом примере мама конкретно начала использовать натуральные средства, отказалась от гормональных, начала менять свое питание. И это очень быстро помогло. Важно понимать, что если с атопическим дерматитом ничего не делать, это может разрастаться в будущем. Если вам врачи говорят, что это нормально и оно пройдет само, у меня есть очень много доказательств, когда это все только ухудшалось. И у более взрослого ребенка становилось все только хуже и хуже. Представьте, что такой мальчик, ему всего 6 лет, он страдает от атопического дерматита. Если ничего не лечить, вот вам другой пример. Этому парню уже 18. И у него прям с рождения постоянно чешутся руки. Он их расчесывает ночью до крови. И, естественно, для родителей это очень сложное зрелище. Проблема в том, что если ничего не менять, то все это может перерасти в нейродермит. Вот пример взрослого мужчины, которому уже в принципе сложно что-то изменить в жизни. А можете представить себе, сколько у него уже комплексов на этом фоне образовалось. Понятное дело, что нам надо с этим что-то делать, потому что с тем же сиборейным дерматитом то же самое, потому что с атопического дерматита оно может перерастать и в сиборейный. И представьте, что девочке 13 лет всего лишь, и у нее чешутся голова, у нее появляются корочки за ушами, над ушами. Это очень некрасиво. То есть ребенок просто даже не в состоянии нормально в социуме, в школе у себя просто спокойно общаться с другими детками. Самое первое, что нужно сделать, это остановиться. Это дать себе возможность подумать спокойно и принять решение, которое будет полезное для ребенка также в долгосрочной перспективе. Вам нужно перестать использовать все гормональные средства и также такие как скинкап, цинокап, белосалик и другие. Я недавно буквально общался с мужчиной, который после нанесения скинкапа у него появились проблемы с глазами. Ему прям врачи говорят, что это после нанесения крема. То есть будьте очень осторожны. Пожалуйста, уберите все возможные медикаментозные средства. Можно такого же классного эффекта достичь с помощью натуральных. Возьмите, например, отвар из череды. Он делается очень просто, и у него эффект ничем не отличить от каких-то медикаментозных средств. Зато это натурально, и от этого у вас не будет эффекта отмены, не будет привыкания. И это довольно просто и безопасно. Также я очень рекомендую использовать масло чайного дерева. Это те натуральные средства, которые действительно помогают и убрать зуд, и уменьшить воспаление, и ни в коем случае не приведут вас к тем негативным последствиям, возможных от гормональных средств. Дальше нужно понять, почему это происходит, то есть какая первопричина этого дерматита. И здесь может быть несколько вариантов. И точно так же в данном моменте поймите, что здесь нет какой-то волшебной таблетки, которая быстро подействует. Это всегда комплекс мер, которые необходимо применять для того, чтобы избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Я хочу вам подробнее рассказать о том, что важно делать при лечении дерматита у ребенка, каких ошибок не допускать, что нужно предпринять, чтобы быстро убрать воспаление и зуд, и дать вам конкретный план действий. Поэтому приглашаю вас на бесплатный мастер-класс, где я все это подробно разберу на конкретных примерах. Регистрируйтесь по ссылке в описании к этому видео.
Дети — это самое дорогое, что у нас есть. Жду вас на мастер-классе. И, пожалуйста, поделитесь этим видео со своими знакомыми, у которых тоже есть дети, которые болеют либо сибирейным дерматитом, либо атопическим. Вы можете очень сильно им помочь.